Так, приехали мы в Ливерпуль, это был ночной автобус, не помню, мы где-то в часов 11 в него сели, и в 6 утра уже приехали в Ливерпуль. Заселение в хостел было с 2, оно стандартно где-то с 2 обычно. Ну, и это было печально. Там был не особо хостел, это больше выглядело как двухэтажная часть дома, назовем это так. На первом этаже была кухня и, по-моему, 2 комнаты. В одной комнате жила эта женщина, которая сдавала хостел, и в другой комнате она селила людей, и, по-моему, сверху было 2 или 3 комнаты. Блин, прикольно было то, что при входе в этот дом было все украшено уже под Хэллоуин, там всякие надписи, летучие мыши, всякое такое, ну, в общем, очень красиво. Я ей написала с утра смс-ку, можем ли мы зайти хотя бы оставить вещи, потому что у нас было много вещей. У Дениса вообще все вещи, потому что он закончил свою работу, и все, что у него было, все, что ему нужно, у него было с собой. Ну, а у меня были вещи, которые могли бы мне понадобиться в течение 6 дней. Вот, она ответила да, мы ее набрали, пришли, тихонько постучали вообще так. И она услышала, то есть такое ощущение, что человек сидел под дверью, ждал. Хотя это было утро, это было 7 утра, еще был такой день, моросил дождь, ну как раз хотелось бы, думаю, выспаться человеку. Она нас впустила, сразу показала, что тихо, показала, где наша комната, извинилась, что батарею она только включила, что не знала, что мы в 7 утра приедем. Я действительно ее предупредила только с утра. Вот, и мы же думали, мы оставим вещи, нам придется идти, хотя не особо хотелось в такую погоду идти, плюс считай, что бессонная ночь в этом автобусе была, хотелось очень поваляться. Но она нам разрешила остаться, и, блин, это было с ее стороны очень круто, мы очень благодарны, то есть мы приняли душ, нормально согрелись, покушали, и уже, не знаю, где-то в часа 2-3 вышли прогуляться по городу. Вот, Ливерпуль очень понравился, это небольшой город, но у него интересная архитектура, плюс его то, что есть набережная огромная. Ну, мы как бы полазили, пофоткали, все очень зашло, понравилось. Переночевали тоже очень хорошо, то есть это не как какой-то хостел, где куча людей. Там было тихо, спокойно, то есть вообще это место зашло, и оно было по 15 фунтов с человека. И за то, что были сами в комнате, это вообще бомба. Ну, тупо повезло, мы еще на обратном пути хотели у нее уже забронить, но она сказала, что через букинг, и мы посмотрели, то это выходило с пятницы на субботу, по-моему, следующая ночевка. Возможно, из-за того, что это как бы на выходной выпадало, я не знаю. Ну, ценник уже был 75 фунтов, то как бы мы нашли что-то подешевле, так как на хостелы тоже ушло нормально день. С утра мы проснулись, пока я делала завтрак, Денчик уже поехал за машиной, где мы заранее забронировали уже машину, и там было указано, во сколько мы должны ее забрать. Он поехал забрать машину, машину дают уже с полным баком. Когда ты ее возвращаешь, бак тоже должен быть полный. Вот, ну это удобно, потому что ты сел и сразу готов, заряжен куда-то ехать. На машине все равно есть какие-то микроцарапины там и так дальше. Денис поинтересовался, как с этим быть. Они сказали, мы все везде в курсе, все знаем, где какая царапина, не беспокойтесь. Но все равно он перестраховался, и я считаю это правильно, потому что ну, мало ли они где-то какую-то царапину, может, не учли. Потому он перефоткал все вплоть даже до дисков, то, как было, в каком состоянии была машина. И уже подъехал с машиной, мы позавтракали, загрузили все свои шмотки. Вот, и направились в сторону Манчестера. Манчестер больше город, но он какой-то не такой уютный, что ли. Там уже больше многоэтажек. В Ливерпуле не так. Заехали туда, было сложно найти парковку. Мы нашли ее фиг знает где, чтобы не платить за парковку. Потом, шли, что от парковки, что к парковке далековато. Это, конечно, минус, но 3,50 в час платить за парковку тоже не хотелось, потому что как бы растрат хватало. Удивило то, что в Манчестере мы ходили кругами вот так по центру, не могли найти место, где можно купить какой-то сувенир, какой-то магнитик с собой. Я не знаю. У нас как-то с этим в Украине на каждом шагу ты можешь что-то купить, или чтобы ты оставил свои деньги. А здесь, ну, как-то вот так-то. Ну, мы все-таки нашли какой-то магазин, выбор там был не очень большой.
Купили мы там немного этих магнитиков, то есть галочку поставили. Уезжая, мы заехали на стадион Манчестер Сити, сфоткали хотя бы его так сдали, потому что он, ну, немного как бы не в центре города находится, то есть стоило туда ехать, но у них больше есть стадион, который находится за Манчестером, не помню, как этот город называется, я так поняла, что там более повнушительнее будет стадион, но туда мы уже не ехали, так как время расписано, реально времени у нас не было, чтобы все, что хотим, увидеть. Но мы с Дэном еще и плохо подготовились, мы не нагуглили, не прочитали прям заранее, прям все достопримечательности, которые можно было посмотреть. И уже по ходу мы как-то это все решали, смотрели. С Манчестера у нас лежал путь уже в Шотландию, долгожданную. Кто был в Шотландии, те сразу сказали, что когда вы попадете туда, вы удивитесь, настолько разная природа вокруг, и даже архитектура отличается. Вот. И это действительно так. Мы проложили путь через город Йорк. Наш вайзер его советовал к посещению. Заехали мы в Йорк очень быстро, не знаю, 2 часа мы там провели. Маленький город, но очень красивый. Тоже зашел, но мы его пролетом посмотрели, сели в машину и поехали в Эдинбург. Надо было очень быстро, потому что мы и так приезжали в Эдинбург где-то в 11 вечера, потому как расслабляться времени не было. Выехали мы в Эдинбург, приехали ночью. Сложно было найти наш хостел. Он вроде как там и считаю, что в центре города был, но я как-то, видимо, невнимательно прочитала, что он находился на территории ресторанчика, и потому мы в сам ресторан попадали, а где вход в хостел не могли найти. Ну, потом как-то так обошли, зашли в хостел. Этот хостел должен был быть самым дешевым, и, в принципе, он и остался самым дешевым со всех, что был. Как-то у них там немного все непродуманно получилось, и неположительные отзывы я оставила этому хостелу, потому что, некрасиво они поступили. 11 фунтов с человека было. В общей комнате, по-моему, на 8 людей. Расскажу с плюсов. То есть вход по карточке, но карточка у нас не срабатывала. Нам дали 2 карточки, и обе не работали. Вот. В броне было четко прописано, что у нас постель в комплекте идет, даже полотенце. Хотя полотенцем я никому не рекомендую в хостелах пользоваться. Вот, но в конечном итоге мы заселяемся. Мне не понравилось то, что они потребовали документы, потребовали еще заполнить какой-то бланк, где я указываю все свои паспортные данные и так дальше, электронку там и такое. Я говорю, зачем это, если я через букинг бронила, и у вас все там есть. Короче, если честно, я поняла, что они, видимо, мою бронь на букинге не видели, или в чем у них там проблема, я не знаю. В общем, пошли мы на этаж и решили перед тем, как зайти в комнату, посмотреть, какой вообще туалет и душ здесь, чтобы перед тем, как туда уже идти с полотенцем и со всеми ваннами, понимать вообще, что там за условия. Мы начали ходить по этаже и просто не можем найти ни ванны, ни туалета. Думаем, окей, возможно, на нашем этаже этих удобств нету. Мы поднялись на этаж выше, потом поднялись еще на 2 этажа ниже, потому что у нас был 3-й этаж. Удобств не обнаружили, но на лестничной площадке сидели девушки, которые, не знаю, румынки они были или что. Мы у них спросили, они сказали, что туалет и ванная комната в комнате, и очень плохо отзывались об этом хостеле. Типа, что грязно, что их поселились с ее подругой в разные комнаты, и они вынуждены сидеть здесь на лестничной площадке. И очень так много было негатива, и они так много разговаривали, мы еле от них вырвались, короче. Заходить в комнату и не можем. То есть карточка не срабатывает и не срабатывает. Это уже было где-то около 12 ночи, не хотелось особо шуметь. Но, видимо, мы кого-то с комнаты все-таки разбудили, и нам парень такой Аполлон. Что-то он мне так запомнился, потому что он вышел, не помню, в трусах или в штанах, но торс у него был голый, такие длинные волосы, такой накачанный. Открыл двери. Мы ему, конечно, поблагодарили, но вот этот Аполлон как-то запомнился мне. Вот, и мы уже увидели, что в комнате, да, на 8 человек это было 4 кровати, по 2 человека, по 2 этажа, слава богу. И на эту комнату было 2 туалета и 2 душа, что, не есть плохо. И я не скажу, что было грязно. Плюс еще у кровати были широкие, то есть это было, наверное, полуторки какие-то.
Но мы столкнулись с тем, что постели нету. Я говорю Денчику, ну, иди спроси, где наша постель. И говорю, ну, не вздумай платить, если не начнут сбивать с тебя деньги, потому что я ему скинула скрин, что у нас входит это в оплату. Ну, он пришел и сказал, что по 3 фунта с нас сбили еще за постель. Ну, меня это взбесило, как бы, да, 3 фунта это недорого, но я не собираюсь делать кассу какому-то хостелу. Проще такие деньги отдать какой-то дедушке, бабушке на какую-то благотворительность где-то, где эти деньги могут помочь, а не людям, которые проедят твою бронь на букинге и теперь хотят с тебя сбривать за все деньги. Я пошла с ними разбираться, они, было видно, что не хотят со мной разговаривать, сказали, покажите бронь на букинге, я начала показывать, он говорит, я русский не понимаю, я, ну, в общем, короче, эта ситуация осталась так, я им отзыв поставила, что было это некрасиво, но в целом условиями я довольна. Кровать была очень удобная, потому что она была широкая. Плохо было только то, что где-то в 3:45 пришел какой-то из туристов пьяный, и он как раз поселился подо мной. Перегар сразу мне ударил в нос, и он не успел лечь, как начал храпеть. И храпеть до такой степени, что ну, у меня уже закрались мысли пойти, наверное, в машину, спать, лечь или что, потому что это было нереально. Потом я нашла свои беруши и с берушами уснула. Но он пришел с какой-то девушкой, которая начала в ящик пихать какие-то свои вещи. Я прям открыла шторку посмотреть, что там происходит, потому что звук был дичайший. Она запихивала эти вещи, и в этот момент, видимо, разбудила, возможно, и того Аполлона. Я не знаю, кого она разбудила, но в один момент она так вскрикнула каким-то таким несамовитым голосом, что ну, это жестяк. И после этого, я не знаю, она ушла или легла спать. Ее я не слышала, я потом только слышала храп этого мужика. Ой, ну, с горем пополам мы переночевали, душ нормальный покупались, собрались. На первом этаже на территории этого ресторанчика большая как бы столовая. Мы сели там, покушали и погрузились на дальнейшую дорогу. Так, отпарковала машину в Егенбурге, где можно было стоять. Я не помню, платная или не платная была парковка, но там, где мы могли бы его ставить, там было слишком дорого. Отпарковались и пошли гулять по Егенбургу. Денчик сказал 2 часа и все, потому что нам надо было далеко ехать на Лохнесс. Но Егенбург очень большой и красивый город, который зацепил нас больше, чем на 2 часа. И мы погуляли очень, конечно, все понравилось. Крутой город, стоит, кто будет в тех краях его посетить. Мне бы хотелось тоже еще туда попасть и увидеть все, потому что мы увидели не все. Мы, кстати, очень хотели посетить кафешку, где родилась книга Гарри Поттер. Почему так говорю? Потому что там как раз она писалась. Первая часть началась писаться в этой кафешке. Мы пришли туда. Там была действительно вывеска, что это место, но оно было закрыто. И как потом мы узнали, что это место сгорело. И его вроде бы как сейчас реставрируют, но даже после реставрации все равно это будет уже не то. Но, в общем, вот так вот. Погуляли мы по Егенбургу, погрузились в тачку и поехали дальше. Сейчас в Егенбурге. Такие панорамные виды. Мы перед этим поднялись на гору. Не знаю, она же вроде бы вулкан. Но может я и ошибаюсь. А потом... Вот, поднялись еще здесь. И мне, наверное, здесь даже больше нравится, потому что с той горы был вид, ну, обширнее, скажем, да. Но все было далеко. И всю эту архитектуру не так было круто видно. А здесь она немного ближе. Плюс здесь залив Ирландского моря, если не ошибаюсь.